Всем привет! И сегодня я решила разобраться в, казалось бы, простом вопросе – струны. Из чего их делают? Зачем и чем они отличаются? Правда ли, что от них что-то зависит в конечном звуке? И перед началом ролика я бы хотела порекомендовать канал одной классной девчонки. И это канал Сибирка. Здесь вы найдете кучу классных каверов на популярные песни для своей души. Так что поддержи канал лайком и подпиской. И ей, и тебе, и мне будет приятно. Ссылка в описании. Во-первых, я хочу сразу сказать, что струна для гитариста – это одна из самых важнейших частей, потому что это первоисточник звука. Ну а теперь немножко истории. Первые струны, так же как и первые струнные музыкальные инструменты, появились еще задолго до нашей эры. Наверное, первые динозавры тоже, некоторые были гитаристами. Ну а некоторые древние цивилизации, такие как Египет или некоторые арабские страны, в виде первых струн использовали волосы и кишки. К слову, в Древнем Египте чаще музыкантами изображали девушек. Слабый пол, говорите, да? Но эти струны были тонкие, поэтому чуть позже, примерно в средние века, находчивые струнники решили взять идею у пианистов. Так появились толстые струны. А уже намного позже, примерно в 20 веке, струны начали делать из стали и нейлона. Из чего же струны делают сейчас и чем они отличаются? Итак, они делятся на синтетические и металлические. Синтетические струны делают из нейлона и, новинка 21 века, карбона. Чаще такие струны ставят на классику, так как они более мягкие. Разница между карбоном и нейлоном в том, что нейлон мягче, а карбон чуть звонче и прочнее. А также они отличаются по натяжению. Бывает среднее и сильное. Среднее натяжение чаще используется для нежных мелодических линий, а сильное натяжение для активной быстрой игры. Но, к слову, там пальцы быстрее устают. А теперь поговорим про металлические струны. Это будет поинтереснее. Их делают из стали и никеля, меди, бронзы, а также наносят наноматериалы, чтобы они меньше подвергались коррозии. Металлические струны более звонкие, поэтому их ставят на акустические гитары. И у них есть магнитное поле при игре, поэтому их ставят на электрогитары. А также металлические струны тоже делятся по натяжению, точнее по толщине струн. Ведь чем толще струна, тем сильнее натяжение. Многие гитаристы используют толстые струны для более низких строев, так как это позволяет уменьшить натяжение, но оставить мощный звук. Обычно толщину струн измеряют в тысячных долях дюйма. Допустим, я играю на девятке или 9,42. 9 это самая первая струна, а 42 самая толстая шестая. Помню, когда я начинала играть, у меня были 11,56. Да. Конечно, человек ко всему привыкает, но усилий мне это тогда стоило. Пиши в комментариях, какой строй струн используешь ты. Посмотрим, какой наиболее популярный. Но для того, чтобы сделать струну толще, люди придумали оплетку. Но ее тоже есть несколько видов. Круглая. Она более популярна, более дешевая, хотя быстро загрязняется. Плоская. Ее используют чаще джазовые гитаристы, так как у нее более плотный, но менее яркий звук. А еще существует полукруглая. Это когда круглая и плоская вместе. А теперь поговорим об излюбленной теме всех комментаторов – настройка струн. Ну, во-первых, скорее не струн, а даже всего инструмента, так как струны – это важнейшая часть. Так как в любом случае мензура – это длина струны, высота струн, она и есть высота, а настройка струны – это ее натяжение. Мензура – это длина струны от порожка до порожка, скажем так, играбельная часть. И часто, когда она не настроена, то на высоких ладах струна начинает не строить. Высота струн обычно настраивается каждым человеком в отдельности по своим личным предпочтениям, хотя обычно она колеблется от 1,5 до 2 мм. Почему так? Если будет меньше расстояние от грифа до струны, то есть опасность дребезжания струн, хотя зажимать, конечно, будет проще. А если, наоборот, они будут слишком далеко от грифа,
то будет сложнее зажимать струны и сложнее просто на них попасть. Ну а насчет настройки строя гитары, я думаю, особо говорить нечего, так как все знают про тюнер и стандартный строй ми си соль ре ля ми. Ну и последний пунктик нашего разговора сегодня – это как ухаживать за струнами и как их часто менять. Все зависит только от тебя. Во-первых, лучше не играть своими жирными грязными лапками на гитаре, потому что лучше их сначала помыть. Во-вторых, после каждой игры рекомендуется протирать струны от своего жира. Он в любом случае будет. Ну и, конечно, следить, чтобы они не ржавели. А струны нужно менять, когда ты понял, что гитара уже хуже звучит и хуже строит. И у кого-то это может быть 2 года, а у кого-то после каждого концерта. Ну а чтобы видео выходили чаще, ставь лайк и подписывайся на канал. И рассказывай о нем друзьям. Так я буду знать, что тебе не безразлично.